SCP-116. Хрупкий мальчик. Объект номер SCP-116. Класс объекта Эвклид. Особые условия содержания. SCP-116 содержится в кевларовой камере со стороной 16 метров, все поверхности которой обиты пористой резиной метровой толщины. Персонал, входящий в камеру, обязан пройти предварительный краткий инструктаж и принять меры предосторожности. Смотри приложение 3. Камера содержания должна находиться под постоянным контролем 6 агентов, 4 по углам камеры и рядом с SCP-116. У агентов, находящихся в камере, не должно быть при себе никаких колющих предметов или оборудования для взятия образцов. Наружное наблюдение осуществляется через скрытые микрокамеры класса VBS-05 и контролируется еще 2 агентами. В случае подозрительной активности приводится в действие процедура Ахиллес-Дельта. Все агенты, ведущие внешнее или внутреннее наблюдение, обязаны каждые 2 месяца проходить тесты IQ и раз в неделю посещать психоаналитика. Заметное снижение IQ на больше, чем 5 пунктов следует расценивать как результат продолжительного влияния объекта и действовать согласно стандартной инструкции по установлению карантина. Описание. SCP-116 – европеоид мужского пола, возрастом 9 лет. 98% кожных покровов туловища, головы и конечностей имеют следы ожогов и шрамов. Скелет SCP-116 коренным образом отличается от скелета Homo sapiens. Все кости чрезвычайно ломкие. Самое характерное отличие тела объекта заключается в отсутствии у него суставов. В целом SCP-116 способен двигаться без посторонней помощи, однако любые самостоятельные перемещения вызывают тяжелые переломы всех используемых в движении костей. В противовес этому, SCP-116 имеет способность к обширной регенерации, позволяющей в считанные минуты полностью восстановить скелет. Хотя к моменту поступления в фонд SCP-116 уже имел определенные языковые навыки, он может общаться только на ломаном английском, заменяя все слова другими, часто совершенно неподходящими по смыслу. Продолжительные попытки вникнуть в смысл речи SCP-116 вызвали у исследователей хроническую умственную деградацию. Судя по всему, в замене слов нет общей закономерности. Попытки расшифровки продолжаются. Исследование позволяет предположить, что SCP-116 имеет способности к незначительной телепатии, которая при долгом воздействии ухудшает функции мозга исследователя. Приложение 1. Сержант 19.05.29. Докладная записка. 29 мая года. Тема: развитие суицидальных наклонностей у SCP-116. Примечание. В поведении SCP-116 появились суицидальные наклонности. Запрашиваю изменения протокола наблюдения и содержания во избежание преднамеренного травмирования объекта. Приложение 2. Доктор 19.14.29. Заметки о языке SCP-116. 19 июня года. Уникальная языковая система SCP-116 вызывает у меня все возрастающий интерес. Продолжающиеся исследования команды под моим руководством явили следующие, в каком-то смысле, основные результаты. Прилагаемый файл 116 лингвистика AA0001 doc. Совершенно неясно, почему 116 общается именно таким способом. Хотя он использует слова английского языка, правила, по которым он ими оперирует, радикально отличаются. Пока не принималось попыток получить от объекта образец письма в связи с аномалиями строения его костей, ведь даже устное общение тяжело дается 116-му, пусть даже его болевые рецепторы со временем притупились. Особый интерес вызывает у меня то, как объект реагирует на обращение к нему на обычном английском языке. Очевидно, что слова, произносимые нами, он воспринимает такой же искаженной бессмыслицей, какой мы воспринимаем его слова, если в этом вообще есть хоть какой-то смысл. За все мои годы языковой практики в зоне 19 я не видел ничего и близко похожего на данный случай.
я продолжу изучение и буду делать записи обо всех находках. Приложение 3. Лейтенант 19.03.49. Докладная записка. 30 июня года. Тема: о необходимых процедурах, связанных с новыми проявлениями суицидальных наклонностей у SCP-116. Первое. В камеру не должно проноситься никакого плотного оборудования весом более 3,5 кг. Второе. Всем охранникам, несущим вахту внутри камеры, следует пройти процедуру стачивания клыков до полного затупления. Третье. Уровень безопасности повышается до РТ-5. При входе в камеру проводится полный досмотр всех полостей тела и рентгеноскопическое сканирование. Четвертое. Если SCP-116 начнет задыхаться или проявит признаки кислородного голодания, находящиеся внутри камеры охранники должны сделать ему искусственное дыхание. Также было бы желательно установить постоянное подключение SCP-116 к аппарату искусственной жизнедеятельности, для того, чтобы исключить непреднамеренное устранение. Приложение 4. Сержант 19.05.29. Докладная записка. 11 июля года. Тема: прекращение исследований, связанных с SCP-116. Все исследования, относящиеся к SCP-116, должны быть немедленно прекращены до получения дальнейших распоряжений доктора, возглавлявшего исследование языка и замедленной телепатии SCP-116, необходимо поместить в одиночную камеру заключения до исчезновения симптомов слабоумия и шизофрении. Весь персонал, участвовавший в исследованиях SCP-116, должен быть помещен в карантин до поступления следующих инструкций. Всем агентам, прикасавшимся к SCP-116, необходимо сделать полную пересадку костного мозга. Рассматривается запрос о запуске протокола уничтожения охранников внутренней вахты. Приложение 5. Полковник 20.02.12. Тема: прекращение проекта SCP-116. Докладная записка. 20 марта года. Учитывая суицидальные наклонности SCP-116, вредоносный эффект, который он оказывает на привлеченный к содержанию персонал, и отсутствие заметного прогресса в исследованиях, думаю, следует позволить объекту совершить самоубийство под нашим контролем. Эта штука, как оказалось, представляет собой напрасную трату ресурсов. Возможно, вскрытие трупа даст нам те ответы, которые мы не могли получить до сих пор.